Когда мне поставили диагноз ВИЧ, мне было 18 лет, и я жила в маленьком-маленьком городке на Байкале. Это тут же стало новостью номер один. Медицинская тайна? Нет, забудьте про это. Дочь прокурора ВИЧ-положительная. Люди закрывали двери магазинов прямо перед моим лицом. Так, что я даже не могла купить продукты для того, чтобы покушать. На улице показывали на меня пальцем, соседи перестали здороваться, а большинство друзей и родственников просто-напросто от меня отвернулись. Зачем? За что? Случай Марии– один из тысячи тех, когда люди сталкиваются с предубеждениями из-за своего диагноза. Больше подобных историй вы можете найти на нашем сайте Life4Me+. Добрый день. Меня зовут Алекс Шнайдер. Я живу с ВИЧ уже 7 лет и являюсь председателем Life4Me+. Это неправительственная организация, которая борется со стигмой и дискриминацией в отношении людей, живущих с ВИЧ, а также иных стигматизированных и уязвимых групп. Сегодня я приветствую вас на лекции, посвященной стигме и дискриминации в отношении ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем, а также гепатита и туберкулеза. Свое выступление я начну с определения стигмы и дискриминации. Затем объясню, какие типы стигмы существуют и почему она вообще возникает. А также остановлюсь на том, какими могут быть ее последствия. После этого я постараюсь более подробно рассказать, как именно стигма и дискриминация создают препятствия для доступности медицинских услуг. И, наконец, в конце выступления я опишу стратегии по устранению стигмы и дискриминации в сфере здравоохранения. Но прежде чем перейти к делу, я хотел бы, чтобы вы взглянули на один случай. Пациенту была назначена плановая операция под наркозом. Он получил от врача предоперационную анкету, в ней была графа: принимаете ли вы лекарства регулярно? И если да, то какие? Пациент долгое время живет с ВИЧ и имеет неопределяемую вирусную нагрузку. Сомневаясь, он пишет туда свою АРВ-терапию. Анестезиолог и хирург, увидев это, спрашивает его, что это. Он объясняет, что это терапия против ВИЧ-инфекции. Те говорят, хорошо, не проблема, но просят все-таки пациента принести результат анализа, подтверждающий, что на самом деле у него неопределяемая вирусная нагрузка. А сейчас я попрошу вас ответить на два вопроса. Первый. Как вы считаете, следует ли пациенту вообще раскрывать свой статус хирургу и анестезиологу, если у него неопределяемая вирусная нагрузка? И второй вопрос. Является ли дискриминацией тот факт, что врачи в этой ситуации просят пациента предоставить результат теста на вирусную нагрузку? Запишите свои ответы, и в конце лекции мы еще раз вернемся к этому случаю и ответим на вопросы вместе. Что же означают слова стигма и дискриминация? Стигма – это негативное отношение к чему-либо. Это предубеждение, которое предполагает навешивание ярлыков на человека или группу людей, чье поведение считается якобы социально неприемлемым. А дискриминация – это поведение, которое является результатом такого отношения или убеждения. Запомнить легко. Стигма – это навешивание ярлыков, а дискриминация – это уже действие, проистекающее из стигмы. Чтобы лучше понять, давайте рассмотрим несколько примеров. Стигма – это, например, предположение, что только определенные группы людей могут инфицироваться ВИЧ и иными ИПП, а также гепатитом и туберкулезом. Взгляните, здесь мы поставили ярлык на определенную группу людей. Да? А дискриминация – это, например, отказ в предоставлении ухода или услуг человеку, живущему с ВИЧ и другими ПВП, а также гепатитом и туберкулезом. Здесь мы имеем дело уже с действием, да, связанным со стигмой. То есть это дискриминация. Теперь поговорим о том, какие существуют виды стигмы. Существует стигма на законодательном уровне. Это означает, что в стране действуют дискриминационные законы, правила и политика в отношении ВИЧ и других ИПВП, а также гепатита и туберкулеза. Происходит криминализация этих заболеваний. Если мы говорим о криминализации ВИЧ, то в настоящее время только в регионе Ветса насчитывается 15 стран, где действуют специальные законы о ВИЧ, предусматривающие наказание от общественных работ до 15 лет лишения свободы. Подробнее о криминализации ВИЧ в странах региона Ветса вы можете прочитать на сайте, указанном сейчас на экране. Также есть ряд стран, которые ограничивают въезд людей, живущих с ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями. Например, на Кипре граждане стран, не входящих в ЕС,
подающие заявление для получения вида на жительство, например, для работы или учебы, должны обязательно пройти медицинское обследование в Министерстве здравоохранения, чтобы подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С или сифилиса. Сегодня почти в 50 странах мира действуют определенные ограничения на въезд людей, живущих с ВИЧ. Среди них 6 стран нашего региона. Это Азербайджан, Казахстан, Кипр, Киргизия, Россия, Туркменистан. Больше информации об этом вы можете найти на сайте hivtravel.org. Следующий тип стигмы – стигма в здравоохранении. Определение говорит само за себя. Это стигма и дискриминация со стороны медицинского персонала. Отказ в лечении, презрительное отношение, необоснованная защита, например, использование 2 пар перчаток или масок, психологическое давление. Например, у вашего партнера нет ВИЧ, тогда где вы его взяли? Изменяли? И так далее. Это один из самых сложных видов стигмы, поскольку человек приходит к врачу за помощью, доверяет ему и раскрывается на все 100%, ожидая, что врач не осудит его, а только поддержит. А тут такой удар в виде стигмы и дискриминации. Согласно результатам исследования 2014 года, почти треть пациентов с ВИЧ в Европе сообщала о случаях какой-либо дискриминации, связанной с ВИЧ. И среди них почти половина подверглась дискриминации со стороны врачей, медсестер и других медицинских работников. Участники исследования подвергались дискриминации как со стороны специалистов, не связанных с ВИЧ, например, терапевтов, стоматологов и так далее, так и со стороны сотрудников, профильно занимающихся ВИЧ-инфекцией. Проявление стигмы со стороны работодателей и коллег, моббинг, увольнение и отказ в приеме на работу из-за диагноза – все это относится к стигме на рабочем месте. Следующий тип стигмы – это стигма со стороны твоего окружения и семьи. Например, проявление пренебрежения со стороны друзей или родных, социальная изоляция. И последний вид стигмы, один из самых распространенных, это самостигма. Она возникает, когда человек стыдится себя, чувствует себя виноватым, имеет низкую самооценку, обвиняет других или думает, что должен быть наказан, иногда даже испытывает желание покончить жизнь самоубийством. А теперь взглянем, откуда берется стигма, что ее вызывает. Основная причина ее проявления – это страх. Страх дан нам природой как инструмент самосохранения. Все новое автоматически вызывает у нас, с одной стороны, интерес, а с другой стороны, страх. Последний, к сожалению, часто побеждает, и мы даже не пытаемся научиться чему-то новому. Тем самым незнание приводит к страху, а страх приводит к проявлению стигмы и дискриминации. Например, в 80-е годы возник страх, связанный с надвигающейся эпидемией ВИЧ. В то время еще мало было известно о том, как передается ВИЧ. И это заставляло людей бояться инфицированных людей из-за страха заразиться. Потом, вы помните, была масса фотографий умирающих от СПИДа, которые печатались тогда в прессе. Это только подогревало страх внутри многих из нас. Даже сейчас из-за незнания для многих людей ВИЧ, СПИД и смерть – это одно и то же. Хотя это не так. Для многих до сих пор ВИЧ ассоциируется с социально неприемлемым для них поведением. Например, гомосексуализмом, употреблением наркотиков, секс-работой, неверностью. Отсюда вновь страх и стигма. Многие также считают, что ВИЧ передается только половым путем, а это табулированная тема для целого ряда культур. Опять же, страх и стигма. Либо ВИЧ-инфекция является результатом личной безответственности или моральной вины, например, неверности, которая заслуживает порицания и наказания. Опять, страх и стигма. Каковы же последствия стигмы и дискриминации? Как я уже сказал, стигма ведет к дискриминации, а она, в свою очередь, ведет к маргинализации, за которой следует рискованное поведение и социальное и экономическое неблагополучие. Все вместе приводит к развитию заболевания и даже может стать причиной смерти. Стигма может убивать и убивает людей. Но как именно стигма и дискриминация влияют на системы здравоохранения, в том числе на доступность тестирования? Определенно, стигма и дискриминация создают препятствия для оказания медицинских услуг. Человек боится сдавать тест на ВИЧ и другие ППП, включая на гепатит, конечно же, и туберкулез, поскольку боится, что на него тут же поставят ярлык, клеймо: «Ах, да ты развратник, распутник, гей, шалава, проститутка» и так далее. Даже в ситуации с лечением человек просто боится, что его заклеймят. До дополнения ко всему, в странах ВИЧ надлежит подписать форму
об осведомленности об уголовной ответственности в случае умышленной передачи ВИЧ другим лицам. Происходит криминализация ВИЧ, криминализация секс-работы, потребление наркотиков и так далее. Все это запугивает и мешает людям проходить тестирование и начинать лечение. Люди просто не доходят, так как боятся. Еще один немаловажный аспект, играющий роль барьера в здравоохранении – название этих учреждений. Во многих странах ВЕЦа до сих пор существуют центры СПИДа, где само слово этого учреждения «СПИД» стигматизирует и дискриминирует людей, живущих с ВИЧ. Они живут с ВИЧ и не хотят доводить до стадии СПИДа, а название им все время говорит: «Нет, иди в СПИД-центр, у тебя СПИД». В медицинских учреждениях должны быть созданы условия, где нет места стигмы и дискриминации. И в первую очередь нам надо начинать с самих себя. Для этого нам нужно сочувствовать и поставить себя на место пациента. Отложите в сторону свои личные убеждения, избегайте осуждения. Принимайте людей без предубеждений. Не осуждайте их решения, не учите жизни. Постарайтесь понять своего пациента и его уникальность. Слова и то, что вы говорите пациенту, имеют огромное значение. Ваш язык либо расширит возможности ваших пациентов, либо помешает им получить необходимую медицинскую помощь, связанную с ВИЧ. Убедитесь, что вы называете своих пациентов не ВИЧ-инфицированными, не ВИЧ-положительными и так далее, а людьми, живущими с ВИЧ. Они в первую очередь люди, у которых просто есть этот вирус. Спросите своих пациентов, как они идентифицируют себя и как хотят, чтобы вы их называли. Используйте язык с учетом гендерных аспектов. Избегайте в разговоре негативных восклицаний. «О, это плохо, ужасно, отвратительно». Избегайте ярлыков и негативных суждений. Не говорите, что это их вина, а сделайте акцент на том, как они могли бы себя защитить. Пациента не нужно пугать. Ему следует дать максимум информации и доверять ему, так же, как он доверяет вам. Все это приведет вас к успеху и доверительным отношениям с пациентом. А теперь вернемся к случаю, о котором я говорил в начале лекции. У нас есть пациент, живущий с ВИЧ, которому назначена операция. Его спросили, принимает ли он лекарства регулярно, пациент указал свою АРВ-терапию, и его попросили подтвердить факт неопределяемой вирусной нагрузки. Нас интересует, следует ли пациенту раскрывать свой статус хирургу и анестезиологу, если у него неопределяемая вирусная нагрузка, а также является ли дискриминацией тот факт, что врачи в этой ситуации просят пациента предоставить результат теста на вирусную нагрузку. Думаю, большинство из вас ответили на первый вопрос «да», следует раскрывать. И это правильный ответ. В данном случае мы советуем пациентам раскрывать свой статус и указывать название АРВ-препаратов. Поскольку хирургическая операция всегда сопряжена с риском, например, потери сознания, падения в кому и так далее. И в этом случае врач должен знать, какие именно лекарства следует дальше давать пациенту. Также важно знать о лекарственных взаимодействиях, которые могут иметь значение как во время, так и после операции. Во многих других случаях, например, при посещении стоматолога или окулиста, вам не нужно раскрывать свой статус. А теперь давайте перейдем ко второму, более хитрому вопросу. Я знаю, что многие из вас ответили, что это не случай дискриминации, и врач должен знать все про своего пациента, и в данном случае знать про его вирусную нагрузку, так как это необходимо, чтобы защитить и врача, и его операционную команду. Будучи уверенным, что у пациента неопределяемая вирусная нагрузка, врачи будут чувствовать себя в полной безопасности, и операция пройдет успешно. Это мы слышим много раз от врачей. Но вы ошибаетесь. Это случай чистой дискриминации. Специалист, в данном случае хирург, всегда должен защищаться и исходить из того, что пациент может быть инфицирован чем угодно и может иметь что угодно. А таким вопросом вы дискриминируете людей, живущих с ВИЧ, перед людьми без ВИЧ. Если бы он, например, вам не сообщил о своем статусе, вы бы провели все равно операцию безопасно и без каких-либо проблем. Даже если бы в тот момент он уже был ВИЧ-положительным, но не знал об этом. Такое же может быть. А тут получается, что он рассказал вам о своем ВИЧ-статусе, а вы вдогонку требуете вирусную нагрузку. А неопределяемая ли она у тебя? Ну, докажи. В таком случае вам надо всех пациентов сначала спрашивать о ВИЧ-статусе и вирусной нагрузке, а не только в том случае, когда вам кто-то раскрыл свой статус. Понимаете?
он чувствует несправедливость по отношению к себе. Но он боится сказать вам это, потому что он знает, что если он вам скажет, часто что он слышит? Сам виноват. Не надо было развратничать направо и налево, или не надо было колоться и так далее, и так далее. Это может привести просто к тому, что в следующий раз он не придет вообще на операцию. Как я говорил, важно всегда ставить себя на место пациента и понять его. Будьте вежливыми друг к другу, имейте терпение, будьте открыты, и вместе мы сможем победить стигму. Большое спасибо и хорошего дня.